Всем доброй ночи, точнее доброго раннего утра. У нас 4:30 утра. Я вот пока работаю и решила напоследок снять несколько полезных работ. И хотя фон видеоролика красивый, но говорить мы будем не о красивой болезни под названием лишай. Лишай с греческого лихен. Зараза или лихен. Хочу сказать, что эта болезнь очень древняя. И еще издревле известны случаи, когда даже венценосные особы уродовались именно этой болезнью и стыдились выходить к народу, закрывали себя. Из-за проблемы с кожей многие одевают длинные рукава посреди лета, в жаркое время, потому что стесняются те раны, которые впоследствии этой болезни возникают. Есть люди, у которых настолько сильное это кожное заболевание, что просто кожа покрывается чешуей. Но я уже не говорю и о животных, у которых тоже бывает такая болезнь. И очень тяжело лечится или на всю жизнь остается. И если тем более это стригучий лишай, то эти места болезни, они остаются. То есть волосяной покров полностью исчезает, и луковицы волосяные тоже вымирают, и восстановить практически невозможно. Есть люди, которые после этого носят парик, потому как всю жизнь стыдятся своего состояния. Разновидностей лишая или лишая очень много. Красный, плоский, блестящий называется. Это когда прям кожа аж становится такой вот коркой, покрывается, и эта корка блестит. Линейный. Огромное количество. По разным данным, на нашей планете 250 миллионов человек страдают той или иной, степени зараженности кожи. Как правило, это лишай, но лишай имеет огромное количество разновидностей, как я уже сказала. Дерматоз. У детей наблюдается такое. Линейный дерматоз, покраснение, зуд. Кожа становится как чешуйчатой. Невозможно просто дотронуться. Зуд появляется жуткий. Прям отрывают вместе с кожей уже ни до чего, даже понимая, что это приводит к последствиям. Кровоточит иногда кожа из-за того, что прям сдирает человек, чешет. И это очень неприятная болезнь. Может оставить на теле такого рода, белые пятна, как после ран, как зажившие раны, шрамы. И средства до конца, чтобы от этого избавиться, к сожалению, пока нет. На некоторое время это успокаивается, потом снова возобновляется. Может надолго остановиться, может и на много лет. Но в любом случае источник, вот этот очаг, он внутри человека и животного остается. Болезнь может быть заразительной, может нет. Они тоже разновидности лишая очень много. Какая-то разновидность может быть заразительной, даже от кошек, от собак можно заразиться. А есть разновидность, которая причиняет боль и дискомфорт только носителю этой болезни и больше никому. Хочу вам подарить
ритуал, который очень вам поможет. Естественно, не оставляйте те средства, которые принимаете, которые вам выписали, которые, ну, там мази есть различные и прочее. Они должны быть, если вы хотите, чтобы был эффект достигнут. Но эффект быстрее достигнете эффекта, если сделаете то, что я вам сейчас советую и рекомендую. Итак, берете платок или красный платок, или красную материю. Можете купить красную материю, там метр, ну, недорогой, обычная там красная ткань. Значит, срезать так маленький лоскут ткани. Зажигаем красные свечи, 13 красных восковых свечей. И читайте 13 раз, каждый раз после прочтения, вытирая себе лицо или то место, где, собственно говоря, где у вас болит, где у вас лишает, да, где у вас проблема с кожей. Если у вас на спине, ну, попробуйте как бы провести рукой по спине. Это возможно сделать. Вы можете прочитать своему ребенку, если вашему ребенку нет еще 15 лет. Если есть, то ребенок сам может прочитать. Ну, под вашим руководством. Значит, запаситесь свечами, купите красные свечи восковые, и их должно быть много, потому что вы должны делать каждые 3 дня. До того момента, пока он не начнет уменьшаться. И пока он полностью не исчезнет. Есть такая вероятность, что лишай может исчезнуть, закончиться. Но когда видите, что болезнь идет на убыль, то есть уменьшается, останавливаться нельзя, нужно читать до победного. Поэтому читать придется много раз. Не знаю, как зимой вы поступите, потому как платок этот нужно будет сжигать и закапывать каждый раз. Читать нужно, значит, читать нужно на закате солнца 13 раз. Вы можете так сделать, сейчас уже темнеет рано, пока еще нет снега, пока не мерзлая земля. Уже делайте, у которых есть такая проблема, у них или у ребенка. Каждый раз протирайте прям платком, не проносите над этой болезнью кожаной, а именно протирайте вот платком, потом снова начитывайте, протирайте, после чего платок должны сжечь в какой-нибудь емкости. И пепел посыпьте на платок, на что угодно. Можете хоть в какой-нибудь пакет пересыпать, но там вы должны это закопать, то есть отряхнуть с пакета. Нельзя в какой-то емкости или в пакете или в чем-то закапывать. Вот сделали маленькую яму и туда высыпали этот пепел и закрыли. Закрыли, оставили 13 монет, сказали «откупаюсь» и ушли. Через 3 дня вновь делаете. И вот так столько раз, сколько понадобится. Поэтому запаситесь свечами. И после 3-4 раза обычно болезнь уже уходит. Постепенно идет на убыль, имею в виду. Сразу не пройдет. Не игнорируйте при этом естественное лечение. Но заговором и смазями вы преодолеете эту неприятную болезнь. Итак, начнем. Лишай, лишай, мне жить не мешай. Я тебя изгоняю с тела своего, прогоняю. Поди на кизяк, на куриный помет, на безлюдную даль, на мхи и болота, на сыпучие долота, на вонючие дали. С меня сойди, в землю уйди. Про меня забудь, заклято. Извиняюсь, немножко неправильно прочитала, усталость. Леший, лишай. Мне жить не мешай. Я тебя изгоняю с тела своего, прогоняю.
Поди на кизяк, на куриный помет, на безлюдную даль, на мхи и болота, на сыпучие долота, на вонючую даль. С меня сойди, в землю уйди. Про меня забудь, заклято. Тут даль 2 раза читается, я немножко неправильно прочитала. Почему леший? Так в древности называли лишай. Леший. Он не имеет ничего общего с тем лешим, который в лесу находится. Именно лехи или лехай, слово греческое, да, что означает зараза, то есть болезнь, проказа, как хотите. По-разному оно трактуется. Леший, лишай, мне жить не мешай. Я тебя изгоняю, с тела своего прогоняю. Поди на кизяк, на куриный помет, на безымянную даль, безлюдную даль. Что ж такое? На мхи и болота, на сыпучие долота, на вонючую даль, вновь даль. С меня сойди, в землю уйди, про меня забудь, заклято. И каждый раз протирайте этим платком. Когда вытерли все, то есть прочитали 13 раз, сжигайте платок, молча, без никаких слов, и закапывайте в землю. Значит, сверху посыпали землю, кинули туда 13 монет и говорите: откупаюсь. Через 3 дня вновь повторяйте. 13 свечей при этом должны догореть. Эти свечи не нужно выносить, эти свечи можно просто выкинуть. Они должны догореть, там маленького огарка. Или полностью, или хотя бы вот чуть-чуть уже должно остаться. Значит, зажигайте полукругом 13 красных свечей, красную материю, красный платок берете в руки и начинаете читать 13 раз, вытирая то место, которое у вас зараженное, которое болит, кожаное, вот проблемное. После чего сжигайте платок, свечи догорают, свечи просто нужно погасить, выкинуть, остаток свечей просто выкинуть. Значит, пепел вынести, закопать тот же день, тот же вечер. Закопать у себя в огороде нежелательно закапывать, желательно вне дома. Закопать и сверху кинуть 13 монет со словами «откупаюсь». Значит, если вы для своего ребенка делаете, ребенок должен сам читать. Объясните, как и что, зажгите, все подготовьте, дайте ему в руки платок, пусть он читает и вытирает. Вы можете подсказывать, не сильно мешать, после чего он сам должен сжечь этот платок и сам закапывать. Но если ему нет 15 лет, можете делать вы, называя его имя. Не с меня, а с него, там имя там ребенка. Просто немного устала сказывается, но ничего страшного. Мне еще кое-что нужно будет снять, и после чего я пойду, наверное, отдохну. Всем удачи и не болейте.